Бюджетный вариант смарт-часов с неплохой автономностью, собственным GPS, чего мы так долго ждали от Xiaomi, и защитой от пыли и брызг, что есть в принципе везде. Также на борту имеется более 100 спортивных режимов. Помните, недавно было 17 кое у кого, не будем кивать на OnePlus. Сенсорный HD-дисплей, измерение SpO2, наш любимый кислород, и круглосуточный перманентный мониторинг пульса. Большой выбор циферблатов, отслеживают сон они 24 часа в сутки и представляют подробные отчеты о глубоком легком сне и его фазах. Также часы радуют непрерывным мониторингом стресса, наличием 3 режимов тренировки дыхания, собственным приложением и функцией, предназначенной для девушек. Это ежемесячный период, как вы понимаете. Для кого-то он, конечно, встает на паузу на год, для кого-то нет. Сейчас все расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю выгружаю, чаще 10. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Прикрепим мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. А сегодня я расскажу вам о бюджетных смарт-часах Redmi Watch 2 Lite. Полетели. Коробка дошла до меня целая, без каких-либо повреждений. Изготовлена из плотного черного матового картона. Оформление простое, есть изображение часов, спеки на разных языках, среди которых есть и русский. В комплект входят часы, ремешок, кабель для зарядки и руководство пользователя. Посторонних запахов в коробке не было, что приятно и непривычно. Летим дальше. Поставляются часы в 3 цветах корпуса. Слоновая кость, черный и синий. Дизайн простой и лаконичный, в целом не выделяющийся, но все же приятный на вид. Ремешки быстро отстегиваются от часов, так как в данном случае есть специально удобная кнопка. Размеры ремешка стандартные, качество материалов относительно приятное, но чувствуется, что сделано крайне бюджетно. Цветов на выбор именно ремешков прилично, целых 6. Слоновая кость, черный, синий, розовый, оливковый и коричневый. Разумеется, этих ремешков море уже на Алиэкспрессе, их можно и по $1,5 купить, просто качеством будет похуже. А есть и получше, но подороже. Корпус же самих часов прекрасно собран, все детали качественно состыкованы, материал не марки, но скользкий. С правой стороны на корпусе имеется одна функциональная кнопка, через которую возможно управление такими командами, как перейти вверх и вернуться домой. Люфт у кнопки отсутствует напрочь, что хорошо. Размеры самих часов равны 41 мм на 35 мм и в ширину 12 мм вместе с датчиками. Толстые они такие. А весят часы вместе с ремешком 35,5 граммов. На руке часы практически не ощущаются, спать в целом в них комфортно, но из-за не очень обтекаемой формы неудобно прятать часы на улице в рукав пуховика. Хотя мы понимаем, да, что китайцы делали, скорее всего, для китайцев, а там жарко не бывает, там и центрального отопления нигде нет. Далее, интерфейс внутри доступен на русском языке, что меня очень даже сильно порадовало. Экран плоской квадратной формы, тонкопленочный TFT на 1,55 дюйма с разрешением 320 на 360 точек. Дисплей достаточно яркий, но не хватает насыщенности в черном цвете, что неудивительно. Яркость 5-ступенчатая, и выставить нужный уровень яркости можно исключительно в основных настройках, и плюс автояркость здесь отсутствует, что является таким легким, но фейлом. При ярком освещении у дисплея яркости хватает и бликов по минимуму. Из датчиков имеется оптический датчик сердечного ритма, акселерометр, гироскоп и электромагнитный компас. Вибромоторчик мощный, уровня мощности на выбор 2. Сильное и по умолчанию. Меню везде среднее, как говорится, все необходимое на борту. Все перечислять не буду, вы прекрасно видите на экране. Но из основного есть тренировки, которые можно настраивать под себя и включать автопаузу. Далее отчет об активности, пульс, кислород в крови, сон, стресс, дыхание, циклы, управление камерой, уведомления, поиск устройств и настройки. Часы не многозадачные, включая секундомер, у вас нет возможности перейти в другое приложение, свернув его. Пишет, что секундомер не может быть запущен в фоновом режиме. Дальше. В настройках есть только стандартные возможности, циферблаты, яркость не беспокоит, тренировка, цифровой код, Bluetooth, экран, вибрация, система и о часах. Режимов тренировки здесь более сотни, и здесь среди них есть водные, что радует, так как часы имеют защиту от влаги до 5 атмосфер. При этом на самих часах по умолчанию установлено 17 тренировок, и в самом низу есть кнопка «Добавить» или «Удалить». После моих тестов с водой функционал устройства не нарушился, что неудивительно. С главного экрана по свайпам очень простое управление. Свайп сверху вниз уведомления, свайп снизу вверх меню быстрого управления, свайп справа налево и слева направо одни и те же виджеты, такие как сердечный ритм, кислород в крови, погода, тренировка, активности и выход на главный экран. Свое фото на заставку поставить можно. На выбор циферблатов также более сотни, так что для себя точно можно что-то подобрать интересное. Bluetooth версии 5.0 и часы от смартфона не отваливаются. Наушники подключить невозможно, но можно переключать треки и регулировать громкость. Уведомления о звонках приходят в момент,
но их можно только сбросить или поставить на беззвучный режим. В целом, все уведомления приходят одновременно с уведомлением на телефон, иконки приложения отображаются, большой текст в сообщениях отображают полностью, а вот фото, к сожалению, нет, и при этом на смс ответить никак нельзя. Летим дальше. Емкость аккумулятора составляет 262 мАч. За 30-минутную тренировку в виде бега улетает 4% заряда в условиях суровой питерской зимней погоды. И да, она сейчас началась здесь суровая. С 1 часовой тренировкой в день и средним использованием в сутки браслета хватает на 2,5 дня. И всем, кто сейчас опять же вспомнит мои слова по поводу суровой зимней погоды, помним, что это самый крупный миллионник в мире, который находится максимально северно относительно других миллионников. Заряжаются часы от 0 до сотки за 1 час 15 минут. Пульс воздуху не измеряют, кислород в крови даже на мне не всегда с первого раза считают, что не есть хорошо, что с другой стороны, может, с прошивками раз допилят, а два нужно сидеть просто спокойно. На руке пульс измеряют практически точно, а вот SPO2 у меня показал результат 95%, и как по мне, они явно в чем-то просчитались. Но не факт. Пульс могут измерять круглосуточно с периодичностью в 1 минуту. Стресс измеряют постоянно, а кислород в крови контролируют во время сна, что тоже хорошо. Для записи маршрута тренировок имеется собственный GPS, и в целом из навигации есть GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. Карту строят часы приближенно точно, сон подсчитывают хорошо, экран при поднятии руки включается с секундной задержкой, и даже быстрое реагирование не спасает. Для мониторинга показателей здоровья и настройки часов существует приложение, которое полностью на английском языке, и называется оно Xiaomi Wear. Доступно оно не только на Android-системах, но и на iOS-системах тоже. В приложении имеется стандартных 3 вкладки после подключения устройства. Первая — статус, где расположены все отчеты мониторинга ваших данных. Вторая вкладка — активность, в которой есть карта и кнопки настройки и запуска тренировок. Она также делится на бег и ходьбу. Плюс есть функции измерений на беговой дорожке. И последняя — профиль. В этой вкладке есть информация о подключенных устройствах и состоянии заряда их батареи. Ниже можно обнаружить вкладку с многочисленными циферблатами, настройками уведомлений, настройками приложений и вкладку с обновлениями прошивки. Часы максимально свежие. Из минуса нет возможности ответить на сообщения хотя бы быстрыми ответами. Контакты для зарядки на корпусе углубленные. Кислород в крови неправильно по мне измеряют, хотя не факт, не многозадачные. Плюс добавляем, что нельзя подключить нагрудный датчик, нельзя устанавливать программы, нельзя с них звонить, нет eSIM, нет микрофона, нет динамика, и в принципе это супер-мега лоу-кост, а GPS есть, и это очень хорошо. Цена за эти часы в районе $60, бывает дешевле, особенно во время сейла, который последний будет в этом году, вроде бы 6 декабря, но Али может еще добавить, если посчитает, что у них мало продаж. Как-то же надо нас мотивировать. Ссылка на покупку, как всегда, в описании к видео, там же есть уже промокоды на ближайшую распродажу, можете примериться, что и как будете покупать, и есть ли вообще смысл идти что-то приобретать, хотя у меня появилась плойка 5, поэтому я надеюсь, что появятся какие-нибудь промокоды Crazy, и я накуплю себе всяких гаджетов под нее стемола. Но об этом история умалчивает, как повезет, так повезет. В Black Friday и 11.11 мне повезло. Так что мониторим телегу и стараемся приобрести что-нибудь себе веселое. Приходим на прожарки телефонов. На стримах скоро будет новенький, не скажу какой. Целых 3, и все будут от Redmi. Резюмирую, несмотря на простой внешний вид, в целом устройство неплохое, даже для своих денег хорошее. Шаги подсчитывает точно, GPS на борту, уведомления приходят, но и самое главное, прекрасно измеряют пульс. И у них имеется достаточно тренировок на любой вкус и цвет. Xiaomi-то по мне молодцы. Подписывайтесь на канал с колоколом, ставьте лайк за труды. Девайсу однозначное да, Xiaomi ушли вперед. Это вам не ZEP. Добра и удачи вам, дорогие друзья.